Ребята, всем привет! Это Андрей, Нади и Габи. И этот ролик про нашу поездку в Ла-Плату. На самом деле я хотел снять подводку. Первый кадр красиво, как-нибудь перед собором. Но так как с Габи, мы обо всем забыли. Так что мы сейчас уже возвращаемся назад, а вы смотрите все с самого начала. Все хорошо в идее доехать до Ла-Платы, но выяснилось, что сегодня и завтра какие-то перебои с электричками до туда. То есть там они что-то как-то ходят, но не до конца, еще что-то. Поэтому нам сейчас придется разбираться, как ехать на автобусе. Так мы еще не делали. Тут у нас еще пассажир имеется. Сейчас будем вникать. Но для начала надо доехать до Ретира. Да что ж такое? Операторы обижают. Так, ну что, оказалось, что 195-я он останавливается прямо на выходе с вокзала железнодорожного. То есть в целом все удобно. Если про остановку это Киломбо была, потому что один подъехал, туда все стоят, потом подъехал другой, который... говорят только деды. Хорошо, а я дед. Дизастер. Вот. Дизастер. А потом подъехал второй, который явно выглядит как более экспресс. Вот такой с подъемом наверх. А нам же надо коляску утрамбовать. Коляску утрамбовывать никто не хочет. В итоге я что-то сам открыл. Ну все, сели, едем. Теперь задача 2 часа развлекать вот этого вот охламона. Довольно, кстати, оперативно мы доехали. Вообще, наверное, за час можно. А может даже быстрее. Ну, у нас просто человечек изнывал, поэтому, конечно, было так посложнее. В целом, вот 195-й, если собрались в Ла-Плату, 195-й, который едет от Ретира, экспресс. Очень подходящий автобус. Рекомендую. В Ла-Плате тоже есть Пласа Италия. И какой-то движ. Танцы. Интересно, что в Ла-Плате много довольно всякой архитектуры такой разной. Здесь и конструктивизм есть, и, главное, здесь есть брутализм в большом количестве. Вот, посмотрите. Вот это вот, по-моему, опера, что ли, местная или театр. А вот, значит, гостиница. И тут сплошной бетон. И пошли вверх. Такой вот тут лобби. Кто-то пускает котов, а вот мы пускаем в номер человека, пожалуйста. Нравится? Нравится? Так, ну слушайте, тут прям большой номер. Привет. Сейчас всей этой красоте настанет каюк. Ой, место сегодня будет для спанья. Всем с достатком, это хорошо. Кто тут еще у нас, значит... Вот, смотрите, вот фотография, как выглядит отель. Ну, это прям брутализм. А, еще вон тут внизу еще особняк, и из него вот эта торчит штука. Ничего себе, смотрите, колонка Sony или часы. Ну, все равно, Sony. Так, а что, свет не включился, да, еще пока? Надо карточку воткнуть, потому что... Do not disturb хочешь повесить? Деловуша. Do not disturb me. Вот, ну что. Прям, кстати, ванна. Фен. Не хороший отель. Все прилично. Самое удивительное, что даже и цена у него неплохая была.
Угу. Да, представляете? Пусть, но просто Ла-Плата это не то место, куда ездить. Ла-Плата, да, это не то место, но если такой номер у нас был бы где-нибудь в Токио, я бы сейчас сказал, вау, офигенно. Конечно, да, Ла-Плата это не Токио, но вид из окна. Тут, тем не менее, смотрите, высоко, все видно. Самый симметричный город в мире. Видите, здесь окна, здесь окна. На этаже тут вон тоже бетон сплошной. Бетон? Бетон. Тут вон современное искусство имеется в наличии. Асценсор. Да, наверх. Поехали. Мы поедем сейчас на 13 этаж. Забрались на крышу. А, вон. Ага. Вот такая крыша. Вот такой вот вид. Вот те все красоты. И вся Ла-Плата, собственно говоря, как на ладони. Мирагаби! У-у-у. Круто. Единственное, только ветер тут сейчас сверху, конечно, сильный, поэтому не супер комфортно. Но красиво. Это чуть ли не самая высокая точка в городе. Кроме шпилей и собора, куда мы сейчас и пойдем. Ла-Плата открыл кафе Куэрво. Может, оно здесь и всегда было, не знаю. Но прикольно, оказывается, такая что-то знакомое. Потому что до этого мы сколько раз здесь были, было сложновато с кафе. Упси. Мы сейчас в лучшем городе на земле Ла-Плате. И прямо в прямом эфире можно наблюдать то, что кто у нас в семье не помнит даты. Я тебя поздравляю с 5-летием знакомства. Ух ты. 5 лет он бедный меня. 40 штук. Спокойно, спокойно. Как там, как было спокойно? Чем надо спокойно? Спокойно, энергически? Нет. Ну, Ипполит? Спокойно, Ипполит, спокойно. 5 лет. На самом деле знакомства. я жемчужина. Жемчужина, конечно. Понимаете? Вообще вопросов нет. Вон там, кстати, какая-то башня еще торчит, видишь? Это вот опера, а вот наша гостиница. Смотрите, как во время заката интересно выделяется. Тут еще рядом вот такая конструктивистская заправка. И судя вот по этой штуке, ну она прям старая. Con la aerolínea de bandera dominicana Aracet, para estar llegando allí en aproximadamente 8 horas. Утро в Ла-Плате. Вот он завтрак. Завтрак ждет меня на этаже Е1. Это дом по проекту Корбузье. У нас был уже выпуск с этим домом.
Hola, buen día. Ну, в общем, все есть. Нормально. Достойно. Приятного аппетита. Так, Габик тут изучает территорию. Вот. Такие вот виды. И сегодня утром классно, нету ветра. Ух ты, Габи. Ух ты. Ничего себе высота какая. Не надо, это же окурки. Бяка. Девушки, давай, заходим. Заходи. Мы с Габи доехали до террасы. Она, видимо, сейчас не используется, но зима еще пока. Или, не знаю, скорее всего, из-за зимы. И здесь вот видно реально вот эти две куриных ножки, на которых вся гостиница держится. Интересная архитектура. Выселились из гостиницы и направляемся в музей с динозаврами, со всякими разными. Мало нам своего динозавра, мы решили. Да. Значит, приобщиться, так сказать. Да. Габик пока в отрубе. Родители наслаждаются минуткой тишины. Тут вот особняк такой классический аргентинский, а тут вон суперконструктивизм просто. Сходняк всяких классических мотоциклов. Прикольно. Вот оно. Вот чем заниматься нужно в выходные. Смотри, какой, Гапсик, музей. Музей тебя интересует? Los mismos rulos que tenía yo cuando era chiquito. Ну это мамонт, наверное, да. Это, наверное, мамонт, а сверху вон явно кит какой-то огромный просто вообще. Огромного размера. Слушайте, здесь ну, классный музей, куча всего, очень интересно. Вау. Посмотрите на этого здоровяка. Вот.
Нади вот нашла еще какую-то моднявую кафешку. Органическую. Ну, человечек тут... человечек хочет есть. Кто хочет есть? Кто хочет? Кто проголодался? Сейчас там принесут. Так, принесли нам всякую еду. Но тут все, по-моему, какое-то веганское. Фалафели всякие, тофу, кофеек вот. Это, видимо, сам месье Корбузье. Но он сюда не приезжал. Нет. Но он все запланировал. ¿Qué era? ¿Cirujano estético no me vivía acá? Дом, конечно, интересный дом, модерновый, но маленький. Это вообще, видимо, спальня. Здесь, похоже, кровать стояла. Ну что, вот закончилась поездка в Ла-Плату. Назад едем снова на автобусе. Огромная была очередина на автовокзале, но здесь мы воспользовались тем, что с нами младенчик. И нас пропустили без очереди, что нам, конечно, ускорило процесс возвращения, потому что для Габи это все непросто. Для родителей. Смотрите. Мне кажется, все понятно. Так что, ребят, не переключайтесь, впереди много новых увлекательных историй. Пока.